Всем привет, с вами Дэн, и сегодня подборочка такая топ-10 новинок июля, и эти часы все я подобрал в Best Watch, сходил к ним в гости, и вот что получилось. Давайте смотреть, с чего хочу начать, это, конечно же, с Булавы, потому что у ребят довольно много новиночек вышло, и вот одна из них, это модель в линейке Makina, но этот хит, кстати, при том, что бочкообразный, между прочим, но бочка у Булавы удалась. Я вам уже показывал другую версию, стальную, а это в новом корпусе Gunmetal, такой цвет оружейной стали. И мне кажется, что вот к этому корпусу он прям шикарно подходит, тем более вот с этими зелеными нюансами на циферблате. То есть циферблат такой полускелетонированный, видите, да, разметка часовая и разметка минутная, она как раз-таки не скелетонированная, а вот дальше мы уже видим части механизма. Мне кажется, это такая вот, знаете ли, золотая середина у скелетона, потому что и с читаемостью вроде бы более-менее неплохо, и скелетон сохраняется, потому что многие хотят именно скелетончики. Ну, здесь у нас бочка такая, да, 40 миллиметров у нас в этой части, очень даже аккуратный размер, а вот если мы говорим про ушко до ушка размеры, то здесь 49, даже чуть меньше, ну и вот здесь, как я вам говорил, 40. Окей, размер неплохой. PVD покрытие здесь на нержавеющей стали, браслет, достаточно такие тяжеленькие, увесистые. Слушайте, классное запястье, мое запястье 18,5, лежат шикарно. Плоский корпус, сразу ушки загибаются вниз, их практически нет, и очень хорошо крепится первое звено корпусу по браслету, да, шикарно. Есть такие нюансы полированные, да, зеркальная полировка, а основная часть идет с сатинированием. Мне кажется, очень сдержанная, очень такая мужская, достаточно крупная, вроде бы, но при этом она сядет и на запястье где-нибудь на сантиметр меньше моего. Классно сделано. Здесь внутри механизм Miyota, запас хода 42 часа. Все прозрачное, можно посмотреть. И водозащита 50 метров. Плюс есть сапфировое стекло изогнутое с внутренним антибликовым покрытием. Как мне кажется, весьма и весьма удачная модель. Я, кстати, все эти модели, ссылки на них оставлю в описании к ролику. И, соответственно, цены сможете посмотреть, потому что, ну, мало ли, на момент выхода ролика вдруг что-то поменяется. Так что смотрите по ссылкам обязательно. Ну, а мы с вами перейдем к следующей модели. А следующие часы, про которые хотелось бы поговорить, это Millship. Их культовая, легендарная модель к 150-летию Булавы выпустили. И вот в новой версии, и в шикарной версии на самом деле. И причем отлично, что она вышла именно летом, потому что... Да сейчас все покажу, сейчас все расскажу. Давайте смотрим, такая спецкоробочка от Булавы. И вот она, Millship в бронзовом корпусе. Слушайте, вот это шикарно. Эта модель выходила в стали, а теперь она и в бронзе. И вот, как мне кажется, версия в бронзе, она, наверное, даже интереснее, чем обычная версия. Хотя понятно, что обычная версия в стали, но почему? Потому что бронза будет с патиной, а патина — это всегда такой элемент винтажа, такой состарившихся часов, и как раз потому, что это историческая модель. Ведь Булава, у них был редкий прототип 1957 года, который они разработали для ВМС США, и ту самую модель они уже переиздали, Millship. А сейчас они сделали корпус из бронзы с пескоструйной обработкой, вот такой стилистики, которая напоминает водолазные медные шлемы 19 века. Ну, понятное дело, что бронза здесь поинтересней. И здесь еще мне нравится оттенок бронзы. Он похож на тот оттенок, который использует Орис. Такой светло-розоватый, что ли. Класс, слушайте, вот с синим сочетание просто шедевральное. Очень красивая модель, даже если вы не заморочены историей, да, что вот была такая модель специально разработанная, и Булава потом перевыпустила. И, кстати, здесь есть шикарная фишечка. Вот видите, у отметки 6 часов такая индикаторная полоска влажности. Эта разработка Булава 50-х годов была очень простая и функциональная. Если часы протекали, то она меняла свой цвет. Все, вы сразу это видели. Круто, очень шикарно сделано. Здесь водозащита 200 метров, внутри механизм Miyota 82S0, запас хода 42 часа. Шикарная, посмотрите, какая объемная здесь литая гравировка. Да, основные характеристики, что прототип 57 года, что лимитка 150 лет. Бронзовый корпус, система быстрой замены ремешка есть, ремешок на 18 миллиметров. Слушайте, ну, шикарная модель. Вот на картинке она смотрится, ну, как бы так, суховато. А вживую, вот с синим, 41, кстати, так сколько?
41, да, по корпусу, по ушкам. Ушки достаточно длинные, учитывайте, 50. А вживую они совсем по-другому выглядят. Они хороши, они прекрасны. Это прям круто. И даже то, что ремешок может быть немножко узковат к этому корпусу, а это исторически правдивый размер, вот здесь он играет по-другому. Вот здесь это смотрится шикарно. Слушайте, мне нравится. Ой, какая красота. Ой, как красиво эта бронза матовая с синим оттенком. Циферблат такой плоский. Ё-моё, какая красотища. Вот это лимитка так лимитка. Ну, как вы понимаете, неспроста эта модель попала в нашу с вами выборку. И тут еще, знаете, какой важный нюанс? Здесь безель. Он делает обороты немножко иначе, чем обычный безель, да? То есть нужно его прижать, а потом он уже начинает вот так вот. А потом ты отпускаешь его, и он все, он уже не двигается. То есть он абсолютно зафиксирован. Потом прижал, и опять можно пользоваться безелем. Исключительно такая вот буловская, я бы сказал, разработка. Ну, напишите обязательно в комментариях, неужели это не пушка? Мне кажется, мало того, что пушка, так еще и такая вот хорошая, добрая история для коллекционеров. Ну и еще одна Булава, тоже не мог мимо нее пройти, потому что это тоже такая историческая модель, Marine Star Heritage, наследие, да, буловское. Здесь хронограф, который специально выпущен к 150-летию бренда. И причем этот хронограф, так у нас, опа, о, заводная головка завинчится. Так вот, этот хронограф, он к тому же еще и на буловском механизме с частотой 262 кГц. Пресижонист здесь, да, высокотехнологичный, плюс водонепроницаемость 200 метров, плюс здесь шикарная отделка. И что самое главное, как мне кажется, это прям вот такой винтажный стиль, который сделан по-новому. То есть эти часы явно выглядят так же, как часы 70-х годов, потому что Marine Star вышла в 70-х годах. Но здесь вот та самая форма, тот дизайн и та функциональность, она сделана по-новому. И механизм, да, другой, современный. И они сделаны по-другому, потому что они сделаны с современными стандартами качества. И это видно, что это новые, модерновые такие классные часы. Но у них есть вот этот исторический флер. И при этом, блин, сделано шикарно. Они выглядят прям очень дорого. Они выглядят прям круто. Мне нравится густой черный зеркальный цвет циферблата. Вот эти звезды, которые были на исторической модели. И субциферблаты с градиентом, они такие немножко от серого в черный переливаются, и выглядит это прям шикарно, да, добавляет, вот как будто часы дороже, чем они, намного дороже, чем они есть на самом деле. Очень круто. Классный буловский браслет здесь, вот это очень аккуратный, он не первый раз уже у них встречается, очень классно исполненный, очень мягкий, очень приятный, слушайте, шикарно. Вот эта модель прям, да. И опять же, она намного лучше, намного приятнее, намного интереснее, чем она есть на картинках. Потому что часы, конечно же, нужно смотреть, ну, хотя бы на видео, да, ну, а еще лучше вживую. И поверьте, эта модель реально шикарная. Смотрится просто бомбически. Ну и напоследок нужно, конечно, посмотреть 42,6 по диаметру, так что модель не самая крупная. Она как раз вот то, что нужно. Ну что же, идем дальше, и у нас уже микробренд, и здесь Spinnaker, который вам, конечно же, хорошо известен, и модель Bredner в ее новом формате, перламутровая лимитка. Очень красивая модель, смотрите, как круто сделан циферблат, а? Красота, ну прям на лето, очень красиво. Они как будто бы темно-темно глубокий синий, а потом смотришь, они переливаются перламутром, а? На море-то будет самое то, фоточки какие, а? Вот этот циферблат и море прям, пушка. Ну, у Spinnaker всегда дизайны такие прям яркие, разнообразные, часто смелые. И, конечно же, вот этот корпус, да, когда у нас внутренний безель с специальной головкой, которая за него отвечает, такой винтажный стиль, рисовый браслет. Это хит, да, это бестселлер от Spinnaker, но мне кажется, вот в этом варианте это прям вообще пушечка. Здесь водозащита 150 метров, люминофор на метках и стрелках, внутренний безель, которым можно оперировать при помощи головки у отметки 2 часа, ну и заводная головка у отметки 4 часа. Сапфировое стекло, купольное, большое, и по корпусу 42 миллиметра. Такие хороший, мужской, я бы сказал, достаточно средний размер. Ну, а для дайверов так и вообще просто прекрасно. На моем запястье сидят
потрясающе. Мне кажется, отличная новинка, отличный вариант именно вот с таким циферблатом. Неожиданно, не ожидал, что в Брэднере будет вот так, поэтому обязательно захотелось вам именно эту модельку показать. Мне кажется, просто бомбочка. Слушайте, ну это просто пушки. Это просто пушки. Прикольно. Значит, здесь две модели, которые в линейке Spinnaker SpongeBob. Лимитированная серия. Кстати, в мире они все распроданы. На официальном сайте уже ничего нет. Поэтому можно сказать, что в Best Watch они уже эксклюзив. Больше нигде не купить. И в России, естественно, тоже. Значит, это линейка Spinnaker Croft, а вот эта линейка Spinnaker Flux. Но обе они объединены тем, что это лимитки, посвященные Спанч Бобу. Мне кажется, что вот в этих моделях Spinnaker превзошел сам себя, потому что раньше, как мне кажется, вот эта линейка Spinnaker была, может быть, чуть более сдержанная. Сейчас они разошлись не на шутку. Ну, давайте начнем с Крофта, да. Здесь скелетонированный циферблат, вот такая потрясающая, прикольная секундная стрелка, где несколько сразу героев, да, у нас получается. Нет, один герой, да, у нас вот этот из Спанч Боба. Дальше идет минутная и часовая стрелка, скелетонированный циферблат, водозащита 150 метров, люминофор здесь есть и сапфировое стекло плюс нержавеющая сталь. Система быстрой замены, очень приятный ремешок тропический, кстати, классно подходит к этой стилистике, к этой визуализации. Но здесь шрифты и все из Спанч Боба, даже логотип Spinnaker, так же, как в Спанч Бобе. Ну, прикольно, слушайте, вот это прям шикарно. Здесь механизм сейка внутри в обеих моделях, 40 мм по диаметру. Ну, коллаборация со Спанч Бобом у них супер успешная. Она еще прошла первый раз в прошлом году, в 24-м, еще к 25-летию франшизы. И настолько было популярный успех, и разбирали эти лимитки просто мгновение, что они стали дальше развивать эту линейку. И, как я уже сказал, на мой взгляд, они сделали ее еще более бомбической. И вот это вот желто-синяя, здесь уже у нас Спанч Боб, да, с бургерами. 43 мм уже побольше, ну, флюс, да, она, в принципе, эта модель больше. Здесь ремень тканевый сверху, внутренняя часть из кожи, ротор со Спанч Бобом, лимитка, тут индивидуальный номер на каждой модели, слушайте, ну, крутяк. Кстати, ремешок сам по себе просто волшебный. Здесь на внутренней стороне стекла есть изображение Спанч Боба, секундная стрелка — это прям бургеры. Слушайте, ну... Вау, сделано круто. Понятно, что модели не для всех, но если хочется чего-то новенького, чего-то неизбитого, чего-то прям такого, что вот прям опа, и у тебя на запястье что-то крутое. И тебе вообще вот реально по кайфу, по фану. Часы кич, часы прикол, часы на лето, часы на поговорить, часы на повеселиться. Блин, это классно, слушайте. Ну, вот эти модели вызывают просто улыбку у меня. Реально круто сделано. И даже, знаете, если вы не фанат Спанч Боба, но сама по себе визуализация и реализация сделаны классно. Потому что какие-то вот уже новые ходы, да, вот эта секундная стрелка необычно сделана, вот изображение необычно сделано, ну прям реально круто. Ну вот никто так еще не делал. Действительно, авангардные ребята делают, причем цены очень-очень адекватные, несмотря на то, что это все-таки коллаборация со Спанч Бобом, то есть там авторские отчисления идут, но реально круто. Объемный циферблат, и вот это вот изображение под стеклом, оно еще дополнительный объем создает, и прям реально классно. Короче, прикольно. Spinnaker, вы прям реальные красавцы. Поэтому эти две модели обязательно хотелось вам, конечно же, показать. Ну ладно, повеселились и хватит. Теперь серьезные часы в черных, белых тонах. Даже каких белых? Черно-серых. Aviate, авиационный производитель, которого все часы посвящены авиации. И давайте смотреть на новиночку. А новиночка-то какая, а? Ну, здесь прям все по красоте. Мощные, брутальные мужские часы. Циферблат под турбину истребителя. Вот это да, слушайте, ну, круто. Конечно, когда я увидел эти часы первый раз, сразу вот начинаешь думать о том, что ребята постарались над дизайном. И тут даже Переле, по-моему, отдыхает, потому что настолько красивая визуализация турбины.
Здесь секундная стрелка у отметки 5 часов. Сам циферблат как турбина. И стрелки тоже такие прям матовые, такие прям мужские, такие прям агрессивные. И все часы и циферблат, они максимально агрессивные, как любой красивый современный военный самолет. Ну, прям реально очень круто. Даже ремешок, посмотрите, да? Как будто здесь воздухозаборники, а здесь вот часть такая вот воздухозаборников по ремешкам. Отлично, просто шикарно сделано. Aviate Hawker Harrier, линейка Pegasus Automatic, это модель. Калибр здесь Miyota 82-45, ну, задняя крышка глухая. Циферблат такой темно-серый. И единственный яркий здесь такой маленький элемент – это секундная стрелка с малой турбиной, она с окантовкой, с зеркальной полировкой. Водозащита 50 метров. Здесь сталь нержавеющая с IP-покрытием, полностью практически матовая, кроме вот верхней части ушек и боковой части ранта. Ну и нестандартный дизайн, как всегда у бренда, но мне кажется, вот этот дизайн еще более нестандартный, он прям очень взрослый, очень серьезный. Здесь, кстати, лимитка 500 штук, на официальном сайте уже распроданы. И вот такая вот авиационная турбина. И вживую, поверьте, выглядит очень круто. 44 мм, они не самые маленькие, но для такой специфики часов классно. На моем запястье 18,5, слушайте, ну смотрится круто. Очень серьезно, очень технологично. Может быть, не самая лучшая читаемость, но зато дизайн здесь просто на 5 с плюсом. Очень крутая, очень харизматичная модель. Мне кажется, точно стоит обратить внимание, если вы смотрите что-то такое вот черное, стелс и дизайнерское. Ну что ж, от авиации к космосу, и у нас бренд Nubeo, который обычно ассоциируется с космосом, но иногда выпускает еще и необычные дайверы, опять же в такой космической стилистике. И сегодня то самое Ventana Skeleton, причем Limited Edition, то есть лимиточка, всего 125 штук в таком цвете. Ну и давайте знакомиться с этими красавцами. Большие, крупные, маскулинные, при этом достаточно тяжелые, но при этом оптимистичные. И, согласитесь, космос прям чувствуется, эти такие обтекаемые, крупные стрелки, секундные. Посмотрите, какая, часовая, минутная, прям как какие-то космические корабли будущего, и корпус такой же, и метки, и все такое обтекаемое, классное. Объемы здесь просто хоть отбавляй. И вот эти все надписи, как будто ты смотришь на какой-то авиационный или космический прибор будущего. Ну, выглядит круто. Nubeo, конечно, всегда делает что-то такое необычное, но вот эта модель меня заинтересовала тем, что, во-первых, необычные цвета все-таки, да, здесь такой вот бордовый немножко. А во-вторых, вот эта вот обтекаемость, которая прям везде, и которая прям сразу настраивает на лад космический. Здесь внутри стоит механизм Seiko NH70, ну, глухая задняя крышка. Такой полускелетонированный циферблат, нержавеющая сталь с красным PVD покрытием, заводная головка у отметки 4 часа, красный же силиконовый ремешок, 1000 метров водозащиты, так что, я не знаю, везде можно, везде погружаться. Ну и, как я уже говорил, конечно же, лимиточка. Мощный, плотный ремень, но при этом на запястье он удобный, потому что шайба большая сразу прям садится удобно на запястье, а ремешок обхватывает его. Он такой пухленький, он классный, он мягкий, он хорошо гнется, и при этом то, что он пухлый, это хорошо сочетается с достаточно большим корпусом. И, кстати, раз уж мы заговорили про корпус, давайте посмотрим на размеры. 50 мм, а высота 16,9. Но, как вы видите, на моем запястье среднее, в общем-то, да, 18,5 вполне можно носить, если вам нравятся достаточно крупные часы. Ну, или если у вас крупное запястье, то, опять же, будет в самый раз. Ну, прям сразу такой дизайн. И прикольный безель. Очень интересный, с очень интересной разметкой. Как мы видим, многие микробренды, которые могут себе это позволить, они идут дальше в дизайн, визуализацию, именно в конкретную тематику. Мне кажется, это здорово. Очень интересная, характерная модель, как мне кажется, она вот показывает будущее развитие микробрендов. Ну ладно, кому надоели микробренды, кому надоели яркие необычные часы, классика. Самое что ни на есть крутая классика, но при этом ультра современные часы. И, конечно же, это Seiko Astron. Seiko умеет, а Astron это одна из их самых крутых линеек. Это новиночка. Потрясающий, конечно, здесь корпус и циферблат. Эффект отсутствия стекла прям шикарно выглядит, конечно, очень круто.
Эта модель мне понравилась тем, что, во-первых, необычный для астронов корпус, он и маленький, да, потому что обычно астроны огромные, а здесь маленькая аккуратная модель, корпус восьмиугольный, очень современный, очень технологичный, матовый циферблат с такой интересной текстурой, как будто песочек, да, на ней, и керамический безель. Слушайте, ну, модель потрясающая. Ее, конечно, нужно смотреть вживую, потому что вживую ты понимаешь, за что платишь, почему они красивые, почему они крутые и почему это максимально универсальный астрон. Астроны, конечно, всегда были очень технологичными часами, но, как мне кажется, иногда они немножко переигрывали в плане размеров и огромного количества надписей. Вот это сдержанная модель, вот это прям повседневная модель. Очень крутая версия. Солнечная батарея, функция энергосбережения, функция предотвращения перезаряда, калибр 3х22, водозащита здесь 200 метров. Здесь центральная часовая минутная секундная стрелка, есть автоматический календарь до 2100 года, GPS, режим полета, стрелки мелкие с люминофором, корпус титан, браслет титан, стекло сапфировое, ну и безель керамический. И я говорил вам про размеры, так размеры здесь просто прекрасные. 39 миллиметров, высота 12,5, от ушка до ушка здесь всего 45. Поэтому потрясающие размеры, на любое запястье подойдут практически, вот на мое шикарно садятся. И эта модель вполне может быть повседневной. Она может подходить под любой стиль одежды практически, ну, может быть, кроме костюма. Все остальное, их можно носить с чем угодно. Да, просто титан или титан с покрытием. Здесь что вам больше нравится? Мне кажется, вот эта черная версия, она даже еще более интересная. Ну, здесь классное сочетание. Очень красивая модель, шикарная. Сейка, конечно, вот в этом плане, в дизайн они сыграли просто потрясающе. Потому что вот этот астрон, он красив. Он также функционален, как и все другие астроны. Здесь есть самое главное. Но при этом эти часы еще и приятно носить на каждый день. И их приятно носить сейчас, в 2025, когда у нас немножечко и размеры поджались, да, и вот этот вот вырвиглазный дизайн, когда очень много-много надписей на серьезных, солидных, дорогих часах. Сейчас уже это не модно, не круто, а вот в этом астроне все по красоте. Конечно, нельзя обойти вниманием и Citizen от Tesla, у которой коробочка может попроще, но функционал-то, не хуже. Citizen умеет делать сложные часы именно вот с большим функционалом. Здесь такая новинка. Подколлекция в честь столетия выпуска первых часов Citizen Layers of Time. Она вдохновлена формирующимися слоями земной коры. И это от Tesla с референсом AT8286. Материал супер титаниум, соответственно, титан с защитным покрытием, который не царапается. Запас хода 6 месяцев аж. Кварцевый хронограф, система EcoDrive, то есть часы заряжаются от солнца и от любого источника света. Запас энергии, как я уже сказал, полгода. Водозащита 100 метров, так что можно плавать, да, даже немножко нырять. Крутые характеристики. Здесь при включенной функции сохранения энергии до 10 месяцев они могут работать. Есть индикация заряда, предотвращение зарядки, автоматическая настройка времени по радиосигналу в нескольких странах, да, радиосигнал нескольких стран. Мировое время на 26 городов, летнее время есть индикация дня недели, есть люминофоры на метках и стрелках, сапфир с антибликом, ну и вот этот вот такой классический стиль от Citizen. Очень красивый циферблат, он здесь переливается. Посмотрите, да, когда источник света на него попадает, и синий, и зеленый, прям шикарно сделано. Много функционала, он насыщенный, но при этом читаемость классная, потому что все, в принципе, в одном субциферблате, который отметки 6 часов, и счетчик, здесь также еще хронограф у отметки 12 часов, ну и также еще один счетчик на 12-24 часа и некоторые другие настройки у отметки 9 часов. Все. Лаконично, много всего намешали, много всего уместили. Города здесь расписаны у нас по внешнему ранту. И зеркальная такая дополировочка по ранту, и сверху по боковым граням корпуса. Все остальное матовое. И немножко зеркальной полировки по внутренним краям браслета. Ну, то есть вот такая эстетство немножко есть. Немножко так переливается. Так черные, матовые, солидные мужские часы. На моем запястье вот так смотрится. Лежат очень аккуратная, очень легкая модель.
Сразу не показывает, может быть, свою цену и свой характер, но когда на нее смотришь, когда переливаются вот эти накладные метки, все красиво, все прям блестит, понимаешь, что, ну, Citizen Atessa — это премиальная их линейка, и, конечно же, она всегда очень классная и по отделке, и, конечно, по характеристикам. 42 мм, так что вполне себе стандартная модель. В общем, хотите себе друга на каждый день, который умеет практически все, и который будет классно исполнен, Citizen здесь всегда один из первых номеров для выбора. И завершить сегодняшнюю подборочку хочется двумя Casio. Ну, сначала давайте лимитка в честь 50-летия культовой модели Casio Tron. Здесь вся прям красота. Прям здесь инструкции все. Рисовая бумага дорогая, красивая. И элитная коробочка 50-летия. Ну, тут прям все по красоте сделано. Ну, Casio, а? Вот придумали-то Casio Tron. Ну, потому что Casio Tron — это круто. Ну вот черный с золотым, конечно, это всегда такой убойный вариант для юбилейной лимитки. А Casio, как вы знаете, любит черный с золотым. Они в G-Shock'ах иногда лимиточки такие делают. И здесь в Casio Tron, слушайте, если вам нравится сочетание таких цветов, то прям зайдут. Потому что в этой вариации, слушайте, ну они выглядят прям дорого, круто, винтажно и красиво. Черный, посмотрите, как внутренний рант переливается. А какой циферблат. И какая отделка по корпусу. Ё-моё, да. Слушайте, ну на картинках и даже на видео, я думаю, не передается красота и качество этих часов. Сделано они реально очень круто. Очень круто. Casio Tron в принципе классно сделаны, а вот эта версия, наверное, потому что сочетание таких цветов, все это дает богатство, роскоши, красоты. И вот как для Uber-лимитки, но почему нет? Почему нет? Мне нравится. Я не очень люблю вот все золотое такое, да, может быть, чуморное. Но вот эта модель выглядит очень круто. И вот этот инверсивный цифр с зелеными цифрами. Красота! Здесь еще к тому же солнечная батарея, есть функция энергосбережения. В обычном режиме до 11 месяцев, а в режиме энергосбережения до 22 месяцев. Здесь есть технология текущего времени, коррекции текущего времени радиосигналом почти по всему миру. Здесь есть Bluetooth, то есть можно синхронизировать их со смартфоном, все настраивать. Мировое время на 39 городов, летнее время LED-подсветка, есть секундомер, естественно, есть таймер, 5 будильников, автоматический календарь, водозащита 50 метров, руки помыть, под дождь попасть. Ну, понятное дело, эти часы все-таки беречь нужно. Но, слушайте, вот в этой версии прям шок. Честно говоря, шок. Очень круто. Очень красиво. И чем больше с ними знакомишься, тем больше понимаешь вот их стиль и их вкус. Это, безусловно, не часы на каждый день. Это, и с другой стороны, не часы, чтобы их хранить. Это часы для особых случаев, для особых выходов, для особого настроения. Может быть, да, в какой-то вот на встрече с друзьями у вас определенное настроение, стиль, и вот, да, 39 мм диаметр, и вот такие часы у вас на запястье. И сразу же вы показываете, что у вас Casio Tron, что у вас история, но при этом у вас шикарнейшая, просто шикарнейшая отделка. Часы настроения и история. И напоследок все-таки хочется завершить этот обзор яркими, сочными и летними часами, тем более, что у нас такая жарища стоит, что, конечно же, не обойтись без классических G-Shock'ов, но при этом в потрясающем таким летнем дизайне. Модель вышла в 4 цветах, и мне кажется, вот эта версия зеленая, с такими прям как будто бы глазами черными, и вообще непонятный какой-то НЛО, какой-то инопланетянин к нам прилетел и пытается нам показать время, и G-Shock сделал что-то потрясающее. Мне кажется, под современные огроменные кроссовки самое то. Кварцевые часы, да, здесь ударопрочный корпус, естественно, 200 метров водозащиты, батарейка на 10 лет, 5 будильников, таймер, автокалендарь, 48 городов. Ну, короче, G-Shock так G-Shock. Корпус из полимерного материала, как и ремешок, причем корпус и ремешок это единое целое, а корпус уже, как бы, да, ремешок с частью корпуса накрывает основную часть корпуса, этот зубастый. И, короче, это явно молодежные, явно летние часы, но, как мне кажется, у них есть определенный стиль. Вот он прям такой обтекаемый, такой био-стиль от G-Shock. Те же самые G-Shock, абсолютно неубиваемые, но вот по-современному, прям по-необычному выглядят.
Может быть, не самая лучшая читаемость, особенно если говорить про субциферблаты, но зато какой стиль, какой кайф и какой прикол их именно носить летом в жару. 49 миллиметров. Короче, слушайте, яркие, жизнерадостные часы для летнего настроения и для определенного стиля. Пишите, какие часы из сегодняшней подборки понравились. На этом я с вами прощаюсь. Всем пока. С вами был Дэн. Конечно же, увидимся.